Вот такую вот вещь изготовил. Хорошая вещь для украшения сада, двора. В общем, по-разному можно использовать. В Германии, в частности, делают для кормушек. Птички кормят они с таких вот домиков. Так вот выглядит. Здесь 2 этажа. Внутри еще он подсветка есть, оставил. Ну там, кто будет смотреть видео, тот все посмотрит в подробностях, как делалось. Ничего здесь сложного нету. Кто досмотрит до конца и кому нужны размеры, в конце я выставлю размеры. Можете, у кого будет желание, повторить, сделать такой же. Или лучше. У кого как уже получится. Смотрим видео. Вот такой вот чудный палет. Доски. Значит, 20-ка. Сейчас я буду разбирать его, вернее буду. Доски пойдут на нижнюю часть, на основание, на котором все будет монтироваться. Разбираем. Поддон разобранный. Теперь вынимаем гвоздики. И потом буду проверять металлодетектором, есть ли гвозди еще там, остатки гвоздей. Потому что надо будет пройтись рубанком перед тем, как буду клеить. Наковырял он. В общем, стянул я это все дело. Прижал. Оставляю теперь на ночь до завтрашнего дня, чтобы это все засохло. Это задняя сторона, которая будет не задняя, а нижняя сторона. То есть здесь можно и крутить, вертеть шурупы, нет проблем. Она обрабатываться не будет, потому что ее не видно. Затем буду ставить продольные тоже такие для усиления. Сейчас пока не ставлю, потому что потом будем еще обрезать края, чтобы ровненько все было. Не знаю, где будет. Тоже наклей и шурупами. В общем, оставляем до завтра, до высыхания. Поклеил. Вот что получилось. Уже сейчас переверну. Вот. Получился такой щит. Это будет верхняя сторона. Здесь рубанком хочу пройтись, чтобы ровно было. У кого ровно, шлифуется просто шлифовальной машинкой. Я рубанком пройдусь. Сейчас повыкручивать надо эти шурупы, снять доску. Пройдусь металлодетектором, чтобы не было шурупов и гвоздей там вообще. И потом рубанком. Эти вот доски с поддона. Значит, пообрезал, чтобы где гвозди были в сторону. И вот остается целая. Теперь взял, распустил. Вот у меня сколько получилось. Я потом посчитаю. Вот. Такие квадратные брусочки. Теперь буду шлифовать и углы снимать. Ну, примерно так вот, чтобы было. Речки прошелся. Сейчас они все гладенькие. Теперь у нас квадрат. Берем, снимаем фаску. Ну, я рубанком. Ну, вот такой вот у нас получается. То есть, когда одна к другой ляжет, они уже будут совсем по-другому смотреться. Вот как. Так прохожусь все. Разлинеил. Где что будет. Здесь вот у меня проемчик, это на дверь. Здесь небольшая будет. Здесь пошире будет. Где-то пошире, по диагонали. То есть они по диагоналям стоят.
и это 90. Вот они, эти две одинаковые и эти две одинаковые. Первый слой положил. Здесь 4 размера. Бревнышки немножко будут выпирать. То есть посадил на клей и еще гвоздики для надежности. Значит, 4 размера. Следующий слой будут размеры немного другие, потому что если здесь сейчас выходит, то теперь здесь он не будет выходить, будет только до сюда будет выходить этот. Так поочередно. Сейчас буду ложить 3 слоя. И затем, когда пойдут окна, то уже тоже будут уже другие совершенно размеры. Вот у меня окна разлинеены. Здесь будет окно, здесь будет окно. Здесь одно. В общем, сейчас буду делать второй слой. Ложить тоже наверх. Наверное, наклей. Наклей точно. Гвоздики посмотрю. Сейчас покажу, как я делаю. Тут можно разные варианты. Но я остановился на этом. Значит, здесь вот у меня шире. Здесь уже. Значит, вырезаю досточку, чтобы вот она проходила. Потому что она из-за вот здесь будет упираться. Если шире сделаю. Вот она должна быть отсюда и до сюда. То есть у меня чуть уже, но вполне хватает. И вторую досточку вырезаю, чтобы была она чуть длиннее, чтобы хватало как раз здесь. Затем, когда ложу следующий слой, я просто беру угольник, приставляю к стеночке и прижимаю ее угольником. То есть оно получается ровненько. Ничего особо делать не надо, сразу держится. Затем беру, намазываю клеем. Или вторую часть тоже ложу. И потом пробиваю гвоздиком. Так каждую делаю. Для окошек вырезал такой квадрат. Когда нужно окошечко, вставляем вот так вот его. И потом бьем одну, вторую бьем. Окошечко переставляю сюда и опять бью. Другой вариант, скажем так, если не хочется так, чтобы все было по отдельности. Просто можно одну длинную взять, так и с длинных сделать. А затем, где вам нужно будет, прорези сделать. То есть вырезали сколько вам надо. И все готово. Единственное, нужно и будет как-то скреплять. Тут разные варианты. Но мне так проще. Сейчас вот это первый этаж. Когда на второй дойдет, буду там дальше уже смотреть, как дальше. Пока с досточкой нормально получается. Ставится, прижимается. В общем так, это пока первый. Сейчас буду ставить уже длинное от края до края. Слой или два. Дошли до верху. Теперь будем делать балкончик и верхний этаж. Нарезаем такие вот реечки. Значит, толщина вот этой рейки 2 вот таких вот. Потому что будем делать прорезь. Значит, потом на вот эту я делаю такой вот шаблон и рисую края. Получается вот такая вот штуковина. С 2 сторон, значит, прорезь будет одеваться. Вот, если я его одеваю, вот он одевается. Здесь вот так. И вот так. Получается так вот. Крайние немножко другие. Их 2. То же самое, как и это. Единственное, здесь вот это обрезаем, потому что она будет ложиться на вот эту. Значит, она должна быть вот такая вот. Это крайняя. С этой стороны вот она ляжет. И с той стороны ляжет. У меня их 5 штук. Значит, вот так вот примерно делаю. Вот получается такое. По краям вот так. Это ложится. И потом это ложится. В общем, 5 штук укладываем. И затем будем здесь ложить короткие между ними. Следующая верхняя уже пойдет
с выступом отсюда до сюда. Затем буду еще делать здесь тоже, под балкон, на торце. Примерно вот так вот выглядит. Установил вот так вот выступы для балконов. Сейчас вот так вот выглядит. С двух сторон оно. Теперь осталась передняя часть и задняя часть. Вот тут вот. Нарезал по тому же шаблону еще по 3 штуки на каждую сторону. Вот сделал отверстие. С той стороны я буду шурупы ставить и на клей сажать. Потому что либо надо делать по всей, но по всей смысла нету. То есть вот так вот будет стоять. Вот. Так же как и с этой стороны. Только здесь. Здесь будет стоять 3 штуки. Один здесь, другой здесь, другой здесь. На шурупы клеим 3 штуки здесь вперед и 3 штуки здесь, задняя часть 3 штучки. Вот так вот. И затем пойдем уже верхнюю часть. Доделал вот второй этаж. Вот отсюда вот до сюда. Полностью закрыл с этой стороны, с этой. И вот поставил уже, сейчас вот дверь заканчивается, также над окном у меня идет 2 бруска, то есть. И вот уже следующий идет 3. Это уже идет крыша будет на нем. Вот он. Он выступает вперед, вот это вот балкончик. С этой стороны так же самое. Затем буду делать уже как крышу, тоже буду ставить вот на край будет. И вот этот край должен быть тоже быть впереди балкончика, вот этих боковых выступать. Сейчас единственная проблема перед тем, как крышу закрывать, вот что вот тут делать, то есть между этажами. Тут простой вариант, если вы как делаете, как украшение, скажем, на дачу или в сад себе поставить. Здесь можно просто доски набить, закрыть, будет 2 этажа разделенных. Я так скажусь к тому, что времени, к тому мнению, что лучше поставить пластик. То есть кусок пластика вырезать. Если кто-то будет использовать как кормушку для птиц, то в принципе ему тут будет проще и убираться будет. Ну, скажем, может стекло поставить, и проще с уборкой будет. Вот кусок вырезанный. То есть если я его вставляю, вот как оно выглядит, начинает. Вот так уже разделено, снизу уже темнее стало. Но я же еще думал, можно светодиоды здесь просто в пластик понасверлить, скажем, по периметру выставить одни вверх светодиоды одного цвета и также на этом же пластике другие вниз направить, тоже другого цвета, чтобы они отличались, и подсветка будет хорошая. Ну, я мельницу делал. Там тоже составлю ссылку на видео. Тоже думал светодиоды поставить. Потом в результате поставил обыкновенные LED лампочки. И ночью светится прекрасно. В общем, тут кто уже как хочет, тут так и будет делать. Перед тем, как делать крышу, я так подумал, что лучше, пока все открыто вот здесь вот, сделать вот эти вот окошечки и двери. Потому как если вот этот вот будет балкон ложиться, затем здесь еще будут добавляться, скажем так, к низу всякие навесы. К низу будет отрезное добавляться тоже окантовка. То потом здесь уже работать будет чуть-чуть посложнее. То есть это нужно здесь как-то сюда потом будут мешать вот эти все выступающие части, которые здесь будут. То есть она вот ляжет. Ну, это чуть маленькая, чуть будет побольше. Потом проще сделать, пока все открыто. То есть вот это и это. Потому что здесь тоже крышу поставить. Закроет. Сложнее чуть-чуть будет работать. То есть берем в таком вот плане, делаем дверки, да, и окна. И затем уже можно продолжать дальше. Проемы и оконные проемы буду делать из такого вот уголка.
Это у меня тут остатки есть, небольшие куски, они немного широковатые, значит, буду обрезать. И здесь на размер вот тоже обрезать. Здесь вот такой толщины, и здесь на толщину бруска, то есть вот так получается. Обрезаем, и затем вырезаем на нужный размер и вставляем. Вот так вот где-то примерно будет все получаться. Буду делать ставни из них. Нарезаем по высоте окна. И затем вот я еще распустил, сделал вот такие вот реечки небольшие. Значит, пойдут на боковины. В общем, вот что получается. Вот такие вот ставни. Сажал на клей. Делал все одинаковые. Вот так вот получается. Ну и потом на свои места устанавливаем. Вот так получается. Сажал на клей тоже. Кто хочет, можно, в принципе, тоненькие гвоздики и потом сверху наклеить. Будет лучше держаться. Ну, уже кому как больше нравится. Изнутри вот такой у меня цвет получился. Значит, попробовал я покрасить. Здесь покрыл глазурью. Ну, вид не очень, мне не очень нравится, поэтому снаружи, наверное, красить не буду. А вот с этой стороны я его обжигал паяльной лампой. Здесь более-менее так смотрится, более-менее, скажем так, более-менее. Еще как-то можно. В общем, решил, не буду я обжигать, не буду я его глазурью покрывать. Такой, как есть, так есть. Если что, вскрою лаком. Дальше будет видно. Теперь по поводу здесь, что буду делать. Тоже решил поставить пластик. Поставлю пластик. Просверлю отверстие в каком-нибудь из углов на пластике, потому что на низ пойдут светодиодная лента, и наверх пойдет светодиодная лента тоже другого цвета, чтобы разного цвета было. Сверху светилось одним цветом, а снизу другим. В общем, каждый будет делать на свое усмотрение, потому что кто будет использовать как кормушку, то здесь лучше, конечно, пластик. Чистить легче и проще, и снизу тоже. Если просто как украшение, там, декор в сад, то можно делать и деревянные полы, или вообще ставить без него. Разделил этажи, нижний, верхний. Поставил пластик. Прикрутил его, сделал вот отверстие здесь по краям, по уголкам. Это отверстие для того, чтобы потом, если что, снизу вверх или сверху вниз, в зависимости от того, где будет что стоять, протянуть провода для подсветки. То есть сделал в 4 углах. Когда буду устанавливать, потом уже определюсь, где что останется. Теперь буду делать вверх. Нарезал вот такие вот балки. Значит, у меня получается на каждой стороне по 7 штук. На самом краю будет. Затем следующее идет за стеной. Здесь еще добавлять буду. Вот пока предварительно положил, так вот выглядит. Затем буду поднимать и вставлять уже между ними несущую. Внутри поставил китайскую гирлянду, вот такую вот. Вот она солнечная панелька такая. То есть днем будет заряжаться, вечером сама включаться. Вот так все под верх прикрутил. И теперь можно крышу закрывать. Панелька у меня выйдет вот этот шнур через вот это угловое отверстие вот внизу на низ, и потом под самый низ, в общем, домика, и где-то в стороне поставлю, чтобы панель была на солнце. Вон они сейчас даже засветились, сейчас не видно, вот светится. Принес вот такие еще досточки с палета, они чуть тоньше, чем те, что я на стенке брал. Значит, сейчас я их буду распускать тоже на реечки, на квадратные. Буду с них делать перила. Распустил дощечки, получились вот у меня такие вот брусочки. Я их распускал значит, по толщине. То есть какая толщина, такую делал ширину.
Здесь их многовато получилось. Ну, мне где-то штук 5 нужно будет. Значит, сейчас рубанком пройдусь. Красиво было. Потом на фрезу пойдут они на перила. Соорудил вот такое вот приспособление. Столик небольшой. Значит, здесь у меня снизу стоит фреза. Вот она выходит наверх. И под прямым углом с выемкой поставил так две реечки. Фреза у меня стоит вот такая вот, обычная, ровная. То есть здесь она потолще, выступает немного. Когда прорезь будем делать, то есть ложите реечку таким вот образом сюда, и она будет выбирать. И потом проворачиваем ее. Получается вот такие вот заготовочки для перил. На выходе будем вот такой вот результат иметь. Реечку буду заводить с угла, чтобы меньше сколов было. Включаемся. Сделал такое приспособление вот под 90 градусов, здесь чуть выше, чтобы потом можно было струбциной зажать. Наклеил липкую ленту, когда буду клеем мазать, чтобы потом было легко отодрать. Значит, дерево к дереву может поприлипать. Вставляем вот реечка сюда. Одна, ставим потом по порядочку. Потом вторая, клей, и потом зажимаем вот так и оставляем сохнуть. Сейчас буду собирать все это дело. Вот так расположилось все, зажимами позажимал, ставил между ними, делал такие вот такой же толщины, как и эти, такой же толщины, как и эти, вот такие вот реечки, вставляем их между ними, и получается везде зазоры одинаковые, и на клей все сажаем. Вот так оно получается. Теперь оставляю сохнуть, потом делаю боковые и потом уже на место. Сейчас вот в таком виде. Пропитал я его жидкостью специальной, вот такая вот жидкость, это для наружных и внутренних работ, от жучков, паучков и защита от воды. Подсохло оно, и затем я его покрыл маслом для дерева. Это приобрело такой цвет, это масло для дерева, лиственница написано, такой желтоватый слегка цвет, ну уже вот так вот. Перила вот такие вот. Сейчас теперь надо будет что сделать? Закрепить вот эти все балкончики, поставить перила на свои места. И вот так оно будет где-то выглядеть. И затем буду сделать крышу. Потому что я подкрасил это все, потому что если бы я поставил сначала все это на место, потом это было бы очень сложно красить, особенно вот, где не подлезешь. Поэтому подкрасил сначала, теперь буду все вставлять на свои места. И затем буду делать крышу. Сверху буду устанавливать стекло, плексиглаз, чтобы вода поменьше протекала. Потом буду покрытие покажу, какое ставить. Значит, сверлим отверстие, снимаем фаску. В принципе, кто как будет делать. Вот такие буду закручивать, чтобы они заходили и плоскость была ровная. Затем будем сажать на клей уже покрытие. Вот так вот. На крышу купил у китайцев вот такую вот дорожку. Продавалась в магазине. Она так под бамбук, полосками. Еще с другой стороны вот такой мягкий материал. Не знаю, то ли прорезиненный, наверное, водостойкая, не знаю. В общем, сейчас вырезать надо будет.
Буду вот так вот клеить, на клей сажать. Вот прикручено уже. Единственное, можно даже наждачкой пройтись, чтобы хорошо приставало, приклеивалось. И сейчас вырезать буду две полоски. Будут с одной стороны ложиться, с другой стороны. У кого какой материал на это есть, можно и сажать на линолеум, вернее сажать линолеум на эту крышу, тоже пойдет. Сейчас материала много в магазине продается разных. Кто хочет, я хотел сначала с дерева, но с дерева будет вода все-таки протекать. Поэтому сделаю такое, дальше будет видно. Нарисовал такой вот узорчик. Теперь с досочек выпилил таких 4 заготовки. И сейчас поставил вот сюда так вперед. Они сейчас наклей. Может еще гвоздики забью, если буду второй слой делать. То есть такой же самый рисунок, но уже короче. Двойной слой. Наверное, красивее будет. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, как это выйдет. И здесь тоже наклею его. Вот оно получается. Вот так сейчас выглядит. Сейчас вторая сторона так же само. Клею. Затем либо второй слой положу, либо останется с одним слоем. И затем здесь уже досточки, здесь середина. Приклеились такие вот отвесы. Так вот выглядит сейчас. Здесь можно, в принципе, гвоздиками, если буду вторую часть ставить. Если не буду ставить, то оставлю так. Потому что гвозди не хочется бить, будут видно. С гвоздями, конечно, лучше, надежнее бы держалась. Вырезал еще такую вторую часть. Она такая же самая, только единственное, вверху здесь на 2 сантиметра срезал. То есть я ее поднимаю. Вот так оно выглядит. По-моему, будет покрасивее. Сейчас вот определюсь, буду я делать или нет. Вот так вот. Делаю такие вот заборчики. Такой же самый брусочек, как я здесь использовал. Отрезаю. Вот он. И здесь планочки, которые я тоже нарезал. Сюда же использую. Теперь буду по кругу его делать. Сейчас подготовлю весь материал. Уже покажу, как он есть. Будет как стоять. Вырезал вот такие вот водостоки. Вот так оно выглядит. Это доска длинная с палета. Значит, я ее ставлю вертикально. И потом фрезой прохожусь по торцу. Получается вот такой вот вырез. Вот. Теперь водостоки будут крепиться вот примерно таким образом. Вот сейчас я временно один поставил, уже просверлил остальные. Вот я выгнал с нержавейки такие вот крючочки. Затем буду клеем мазать, вот дырки просверлил, отверстие просверлил. И так во всех буду сверлить и вставлять. Сейчас вот сделал на одну сторону. Затем буду заводить сюда водосток. И будет оставаться здесь под крышей. Теперь на каждую надо будет ставить. Примерно вот так вот будет стоять. Вот. Вот так водосток будет стоять. Это я уже вторую поставил так. Так вот крыша. Осталось здесь вот крюк сделать. Так выглядит. Сейчас на вторую сторону вот тоже лежит, уже готовый. Осталось нагнуть проволоки. С нержавейки. У меня был как с сварочного аппарата Стиг. Остались вот эти вот прутики, которые подаются. Это 1 и 2. Я с них нарезал. Буду вставлять. У кого есть проволока латунная, можно тоже использовать. В общем, так, чтобы не ржавело, такие буду использовать. А у вас уже какие будут, такие используйте вы. Сейчас выставлю размеры. Кому там интересно, можете писать, если у кого какие-то вопросы. В общем, смотрите еще видео. Буду выкладывать. Не забудьте подписаться. Всем всего хорошего.
Удачи!